Или к чему все это вас ведет? Это вас ведет к контролю над ситуацией. Вы сможете управлять своей ситуацией, творить свою дилемму самостоятельно. И женщин это ведет к мужчине, мужчин это ведет к успеху. Вы откроете себя как личность, вы сможете урегулировать баланс света и тени внутри себя и выйти на новый уровень управления своей реальностью. То есть вы сможете достигать тех целей и задач, которые ставили перед собой. Общий расклад Таро на перемены, которых вам не избежать. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам цыганское гадание на картах Таро для мужчин и для женщин. Что было, что есть, что будет и чем сердце успокоится. Какие перемены по судьбе идут в вашу жизнь, чего не избежать вам по судьбе. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свое ближайшее будущее. Загадайте тот отрезок или промежуток времени, который важен для вашего просмотра. И в ближайшие 30 минут мы посмотрим, что было, что есть, что будет, что сбудется и чем сердце успокоится. По традиции этот расклад начинается с того, что мы все-таки посмотрим, как видят вас карты Таро сегодня, сейчас, каким человеком, да? Ой-ой-ой, десятка мечей. Ну, давайте так, вас жизнь сразила наповал, как говорится, и вы тот человек, который заканчивает какую-то веху, давайте так скажем, может быть веху, может быть главу, а может быть эпоху своей жизни, да, вот так. Ну, вы или очень сильно устали и находитесь вот в таком пограничном состоянии между бытием и небытием, да. А может быть, просто вы пытаетесь закончить то, что вот никак у вас не получается закончить, да, вот вам надо что-то закончить, а вы вот не хватает у вас сил это закончить, да. Рыцарь мечей говорит о том, что вы человек, который очень занят срочным, сложным, важным, трудным и даже, может быть, где-то агрессивным вопросом, да, резким, дерзким вопросом, и вам этот вопрос нужно решить быстро, и чем быстрее, тем лучше, да, вот так. Но также, возможно, вы ведете какую-то борьбу, но, как говорится, не на жизнь, да, вот так. Ну и смотрите, вам приходится решать достаточно сложные задачи и не очень, может быть, где-то не очень честно и хитрым путем. У вас все идет по мечам. Значит, смотрите, может быть такая ситуация, что вы с кем-то очень сильно повздорили. Кто-то на вас, может быть, смертельно обиделся, затаил какую-то обиду, да, такое тоже может быть. Может быть, вы карты-то вас видят, да, но вы, может быть, в сложной конфликтной ситуации с нечестным человеком, и, может быть, вы в сложной конфликтной ситуации с человеком, от которого вы устали и который вас достал уже, да, вот так. Тоже бывает. Но, тем не менее, вам, может быть, вы недавно что-то потеряли, или у вас из жизни что-то ушло, может быть, даже у вас что-то украли. Причем, может быть, даже не украли, а забрали принудительно или силой забрали, да. Ну, может быть, у вас забирают даже жизненные силы, вот так могу сказать пока что. Окей, интересный расклад сегодня, и вы как человек достаточно неоднозначной, нелегкой ситуации находитесь. Но, тем не менее, десятка кубков у вас как бы в будущем. Но вы из этой ситуации хотите выйти и стремитесь к счастью. И, может быть, даже в семье какие-то не очень у вас хорошие ситуации происходят с кем-то, в том числе и с вами. Но вы стараетесь наладить эту ситуацию и наладить порядок в личной жизни, вот так. Ну и здесь туз кубков, да, вы стремитесь к счастью, к равновесию 10 и 1 и 1, 11, к балансу в чувствах. И, может быть, вы с кем-то очень серьезно поконфликтовали.
В отношениях может быть какая-то нечестность проскочила, может быть даже измена была вдруг, может быть обман, может недопонимание, может быть пропажа, кража, потеря. И вы человек, который ищет счастье достаточно необычным способом, необычным путем. Это необычный путь. Но также вам и приходится и бороться, и отстаивать это счастье. И вы просто уже настолько устали, чтобы вам бы хотелось бы уже закончить эту борьбу за это счастье, да? Но все равно вы вот в этой ситуации, в семерке, вот в неоднозначной ситуации вы все равно как бы находитесь сейчас. Застряли вы там или нет, это уже второй вопрос, да? Но вы там находитесь. Хорошо, но находитесь вы достаточно долго. Почему? Смотрите, десятка и семерка, 17. Долго находитесь. А рыцарь мечей говорит о скором решении. Вы хотите ее скоро решить, но у вас пока не получается. Но тем не менее, ориентиры у вас достаточно светлые, чистые. Так держать, верной дорогой идете к счастью своему. Давайте посмотрим, что скажет дух по поводу того, как вы идете к счастью, да, вот, ну, что он видит в вашей ситуации. Но смотрите, здесь 13-й аркан выпадает. Это говорит о том, что вам что-то нужно изменить. Где-то вы ошибаетесь, и может быть вас кто-то обманывает, может быть вы себя обманываете. Может быть совершенно по-другому надо действовать. Но дух говорит, 13-м арканом говорит о том, что совершенно по-другому надо. Надо все поменять. И так как вы действуете сейчас, но это или заберет у вас абсолютно все силы и разобьет вас об эту ситуацию, или вы окончательно запутаетесь и будете еще очень долго искать выход из этой ситуации. Давайте посмотрим, что было в вашей жизни. Да, вот прошлое заглянем и посмотрим, что было. Коробочку приберу. Что было? Ну, давайте, первая карта, 4 жезлов. Ну, вот смотрите, в семье было все хорошо у вас. Было все хорошо, и был близкий человек, была любовь, было сближение, и был уже даже достигнут у вас результат. С человеком, мужчина, женщина, да, с которым, вы хотели сблизиться, да, то есть было какое-то семейное счастье, благополучие, да, или благополучие в личной жизни, влюбленность была. Но, возможно, получилась и ссора. Смотрите, видите, под рыцаря кубков, над рыцарем кубков у вас рыцарь мечей. Но это может быть конфликт с близким человеком был, да. Особенно с тем человеком, с которым у вас, может быть, даже и общий кров, да, общая крыша, семья, да, общий дом, общая квартира. Хорошо, давайте еще посмотрим, что было. Да, у вас 10 пентаклей, прям счастливая семья была, любимая семья. Или, близкий, любимый человек. 10 пентаклей это больше, конечно же, о семье больше. И 10 кубков рядом о счастье в семье, да, то есть как бы, это было, хорошо было, давайте смотреть еще. И паж кубков, какое-то вам интрига какая-то, какое-то предложение вам появилось. Может быть, появился флирт с кем-то, заигрывание с кем-то, у вас или у вашего партнера появился человек, который начал вас или вашего партнера интересовать, да, заигрывать. Но также и дети у вас, скорее всего, я так даже больше смотрю, это не флирт, а больше о детях, скорее всего, у вас дети были, уже, да. В отношениях вы с мужчиной, который вам действительно дорог. Это король пентаклей. Потерять вам этого мужчину было очень дорого. И если бы вы его потеряли, для вас это было бы весомая утрата. Если бы он ушел или вы там поссорились с ним. То есть вижу, что в отношениях вы были с королем Бубновым. Это мужчина обычно семейный. Может быть, даже ваш муж. И это очень важный и дорогой вам человек. Обычно это телец, козерог и дева.
Ну, смотрите, здесь может быть и скорпион, рыба, рак, водные знаки вокруг очень сильно фонят. И король, рыцарь кубков здесь тоже есть. Это рыба, рак, то есть, ну и земля с водой, в принципе, это может быть телец, дева, козерог, рыба, рак и скорпиончик. Да, опять-таки, если вдруг у вас знаки зодиака не сходятся, то смотрите по своему знаку зодиака, ведь это общий расклад Таро. Смотрите, у вас из всех арканов пока что старший аркан только 13-й, смерть. Это говорит о том, что в вашей жизни все поменялось. В прошлом, да, как минимум. Ну, давайте посмотрим, какой аркан соответствует вашему прошлому, да, вот как карты Таро сигнализирует о вашем прошлом, какими арканами. Еще вижу, скорее всего, у вас есть, ну, ребенок от любимого мужчины или любимой женщины, да, тут уже смотрите, кто смотрит, мужчина или женщина, да, то есть дети, скорее всего, тут есть, и счастье было когда-то у вас в семье. Но и тем не менее, как прошлое видит дух ваш? Смотрите, выпадает королева кубков. Если это вы, королева кубков, особенно если вы, ну, рак, скорпион и рыба, то у вас, ну и естественно мужчина там земной, да, то у вас была счастливая совместная жизнь с мужчиной, причем дети и скорее всего есть. И высшие силы и дух говорит о том, что у вас была любовь. Но если у вас была соперница, и вы вдруг потеряли этого мужчину, да, потому что все-таки 13-й аркан, то на это каким-то образом повлияла королева кубков в прошлом. То есть, если от вас ушел мужчина, то высшие силы говорят о том, что повлияла женщина. Если ушла женщина мужчины, то повлиял, естественно, мужчина. Тут может быть о том, что все-таки смерть, да, и десятка мечей – это о том, что кто-то ушел. Если не из жизни, то из отношений, да, то есть, ну, значит, как-то вот это влияние было. Но если никто не ушел, то просто карты говорят, что у вас в прошлом было прям настолько все круто и классно, ну, что можно даже и позавидовать. Давайте смотреть, что есть сейчас. Что есть сейчас? Что видят карты? Ну, сейчас какой-то хаос или пустота. Чего-то не хватает сейчас. И этого не хватает. Видите, пустая карта выпала. Оно выпадает как раз на дом и на десятку мечей. Десятка мечей обычно это мужская карта. То есть, может быть, сейчас мужчины не хватает, а мужчине, может быть, не хватает женщины. Но хаос, может быть, говорит о том, что есть некий провал, дыра, да, такая вот пустота, да. Хорошо, давайте дальше. Что сейчас еще видят карты? Пустота, 4 мечей. Холод, пустота сейчас. И в отношениях у вас или затяжная долгая пауза, или ушел человек из отношений, или ушел человек из жизни. Ну, вот такое. Это 4 мечей и 10 мечей. Видите, они рядом. И они возле вашего дома. Как будто бы ваш дом опустел. Пустая карта. Хорошо. Дальше смотрим. Но вы сейчас надеетесь на перемены к лучшему. Вы надеетесь, что будет лучше, что все поменяется, что как-то все изменится. В вашем доме 10 пентаклей, с вашим родственником, да, вот так вот. Паш кубков, давайте проверять его сюда. Что сейчас? Вы волнуетесь очень сильно. Смотрите, 10 кубков, паш кубков и 3 кубков. Вы переживаете по поводу какого-то человека. 13, да, по кубкам, и вот оно 13. И паш кубков, оно обычно о волнениях каких-то, о эмоциях. Но эти эмоции, они по 13 аркану. Вы сейчас волнуетесь, переживаете по поводу какого-то человека. Может быть из-за короля, может быть из-за мужчины, из-за женщины. Ну вот 3 мечей. Вы переживаете, наладятся отношения с этим мужчиной, с этой женщиной. И жив ли этот человек? Да, и вообще что с ним? Ну, вы переживаете за его здоровье, за соединение с этим мужчиной и так далее. Хорошо.
Давайте посмотрим сейчас, да, с точки зрения духа. Спросим, насколько все плохо в вашей ситуации, вот в этой, или насколько все хорошо. Вам стоит так переживать? Потому что здесь, смотрите, 3 кубков – это классная карта, и 10 кубков – классная карта. Но если их соединить, то 13-й аркан и паш – это очень сильные переживания. И они даже сердечные. То есть ваше сердце, оно, как бы стучит так часто, что может даже выскочить, как говорится, да? Да. Ну, 3 пентаклей говорит о том, что может все наладиться. Да, но это может быть и нелегко, конечно, и приложить усилий вам придется достаточно много, но высшие силы говорят, что ситуация не настолько плоха, как пока что может быть. Церковь или храм, да, здесь, пусть там храм будет, да, говорит о том, что нужно обращаться к высшим силам, да, вот прилагать усилия к высшим силам, то есть, да, может быть, просить высшие силы стоит, да, и подключать высшие силы, светлые силы, и работать с высшими силами, светлыми силами вам нужно для того, чтобы изменить эту ситуацию в отношениях и загаданным мужчиной или женщиной в лучшую сторону. Да, это нужно делать, скорее всего. Так, ну хорошо, давайте теперь смотрите, что будет в вашей жизни. Что будет в вашей жизни? Появится король жезлов. Появится. То есть появится мужчина огненной стихии. Светлый, белый, рыжий, огненный. Лев особенно лев. Стрелец может быть овен, но мужчина появится. То есть ваша пустота в доме может быть наполнена мужчиной. Если мужчина гадает, то у мужчины может точно так же начаться новая жизнь, в том числе и в семейном формате. Ну, в личная жизнь перезагрузиться может быть. Давайте дальше, что будет. 9 кубков. Но опять-таки появляется, такое ощущение или место какое-то, где вам будет хорошо. Хорошо вместе с женщиной, хорошо вместе с мужчиной. Особенно, я смотрю, здесь у мужчины налаживается личная жизнь. Особенно. А женщина примиряется с мужчиной на его условиях. Примирение с мужчиной на его условиях. Может ли быть мир с мужчиной? Да, может быть мир с мужчиной. Еще раз повторюсь, на его условиях. У вас будет еще один шанс, особенно для начала вашего бизнеса. Если вы планируете ребенка и на еще одни отношения, особенно с мужчиной у женщины, и у мужчины с женщиной, вдруг, да, тоже так идет. Хорошо, дальше идет, что еще будет. Но смотрите, скорее всего, вы решите вопрос с прошлым. Именно с прошлым решите вопрос. Прошлое не будет вас волновать. Вот тот вопрос о прошлом, о котором вы волнуетесь, он вас беспокоить не будет. То есть вы перестанете беспокоиться о прошлом. И прошлые планы, и прошлая власть, и власть прошлого мужчины, скорее всего, над вами не будет иметь места. То есть вы освободитесь от этого сложного вопроса, связанного с прошлым мужчиной. Дальше идем, что будет. И вам идет какой-то очень такой дорогостоящий подарок. В вашу жизнь идет дорогостоящий подарок. Роскошный подарок. Это может быть или роскошная женщина, или роскошный мужчина. Но это идет на почве именно отношений. Это не какая-то... хотя это может быть еще и перезагрузка. Может ли это быть перезагрузка финансового канала ваша? Да, может быть. Но все равно вам идет подарок как женщина и как мужчина. Мужчине идет женщина как подарок, а женщине идет мужчина как подарок. Здесь, смотрите, видите, король бубновый все-таки, да, и король жезловый, да, и они идут сюда, на эту карту. И, соответственно, если мужчина гадает, и есть рядышком женщина, особенно королева кубков, обращайте внимание на водные стихии. То есть, по сути, если посмотреть, что будет,
Ваша судьба вам предоставит еще один шикарный шанс очень хорошо перезагрузить отношения, личную жизнь. Для тех, кто планирует родить ребенка, да. Для тех, кто планирует жить в достатке, да. Для тех, кто планирует избавиться от каких-то проблем, привязок к прошлому, да. Ну и здесь, знаете как, если примирение планируете, то тоже да, ок. Высшие силы вам говорят на будущее, что по щедрости вашей будет дано вам. И вот если вы человек щедрый сами по себе, то и вам судьба щедро вознаградит вас. Если вы человек, скупой, то, соответственно, и судьба будет вам давать вот эту 9 пентаклей ровно настолько пропорционально, насколько вы щедры и благодарны судьбе за все, что вам она как бы дала. Да, вот так вот. Дух говорит о том, что высшие силы вам дадут по щедрости вашей. Вот так вот эта вот видимость здесь есть. Ну и как бы высшие силы всегда, или Бог, или ангелы-хранители, всегда за нами наблюдают. И всегда как бы подставляют плечо, или крылья, или соломку, или денег дают ровно столько, сколько нужно, да. Но здесь говорится о том, что здесь будет именно помощь, да. Поэтому высшие силы вам помогут и в сложный момент, и в момент роковых событий. Но только в том случае и ровно настолько, насколько щедры вы были с окружающим миром. Интересно. Ну давайте теперь спросим, а что навсегда уходит? Что навсегда уходит? Кто или что, да? Навсегда уходит император. Главный мужчина, но и тот мужчина, который имел над вами власть. Император уходит. Если вы смотрите расклад в контексте преследования вас властью, а не мужчиной, но тогда преследование вас властью уходит, да, вот так. То есть вы избавитесь от преследуемых факторов вас, то есть, в конечном итоге это о чем, да? Вы перестанете быть гонимы властью, властными структурами, может, за вами там коллектора гоняются, или какая-то организация, да, или судебные приставы гоняются. То есть, вы избежите наказания властью. А те, кто от этого не бегает, то тут, смотрите, есть какой-то мужчина, который имеет над вами власть, вот он может уйти, и, по идее, и должен уйти. Кто уходит? Власть и властный мужчина. Хорошо, а что приходит в вашу жизнь? Приходит новая судьба, приходит перезагрузка матрицы судьбы, приходит новый круг успеха, новый поток финансов, открывается финансовый канал, приходит удача, успех, признание и достижение ваших целей. Кто настроен на деньги и на успех, рисуйте себе руну Фэху или руну Ера. Руна Ера больше к этой карте относится, и Фэху тоже здесь немножечко может быть. Поэтому здесь смотрите, нельзя что-то приобрести, не теряя. Теряете императора, приобретаете фортуну. И если вы готовы к этому, прямо сейчас пишите в комментарии: я готов или готова потерять императора и приобрести фортуну. И высшие силы пойдут вам навстречу. Я уверен на 99,94%. Чем сердце успокоится ваше? 9 мечей. Вы избавитесь от какой-то серьезной проблемы, от какого-то серьезного страха, навязчивой идеи, паранойи, панической атаки и выйдете из тупиковой ситуации. Куда это вас все ведет? Или к чему все это вас ведет? Это вас ведет к успеху, опять-таки, но и к контролю над ситуацией. Вы сможете управлять своей ситуацией, творить свою телему самостоятельно. И женщин это ведет к мужчине. Мужчин это ведет к успеху, опять-таки. И
это открытие себя, то есть вы откроете себя как личность, вы сможете урегулировать баланс света и тени внутри себя и выйти на новый уровень управления своей реальностью, то есть вы сможете достигать тех целей и задач, которые ставили перед собой. Хорошо. Давайте посмотрим, что на фоне личной жизни будет главным происходить в вашей жизни в ближайшем будущем. В личной жизни главные перемены. Решится какая-то сложная, затяжная ситуация, особенно если она связана с кармой, кармическими узлами и затяжной ситуацией, где вы не можете выпутаться из какой-то проблемы в отношениях. Ну и, может быть, даже и с властью в том числе. Здесь рядышком власть и отношения. Что на работе и в деньгах, в бизнесе, в финансах. Туз жезлов. Если вы примените какую-то идею, которая изнутри вас идет, у вас есть идея, вот закройте сейчас глаза и вспомните, какую финансовую идею вы хотели реализовать. Вот если вы эту идею решитесь реализовать, то она принесет вам успех. Ну и что хотят вам передать карты Таро через этот расклад сегодня? Десятка жезлов. Никому не дается испытание и крест, который невозможно поднять. И если вы сегодня оказались на этом раскладе, то этот расклад поможет вам завершить то дело, которое вы начали, выйти из этого дела с минимальными потерями, избежать каких-то проблем с властью и с мужчиной и открыть для себя новое счастье, новый успех, новую судьбу, развязав кармический узел, выйдя из какой-то очень сложной ситуации, взяв ситуацию под контроль и реализовать свой финансовый канал так, как вы это видели во сне или так, как ви это очень довго планували. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.